Какое вы стихийное бедствие по знаку зодиака? Если провести взаимосвязь между природными катаклизмами и знаками зодиака, оказывается, что каждому из них соответствует определенная стихия. Узнайте, какая катастрофа именно вы. Овен – пожар. Близким овнов повезло больше всех. Им ежедневно напоминают о том, как следует себя вести с представителями этого знака. Не допускайте утечки газа. Не курите в постели. Проверяйте исправность проводки электроприборов. Но пожары все равно случаются буквально на ровном месте. Ярость овнов вспыхивает мигом, и всегда из-за какой-нибудь ерунды. Телец. Цунами. Главная опасность цунами – внезапность. Только что светило солнышко, прибрежная линия океана была тиха и спокойна. И вдруг, в одну секунду буквально вода отступает, обнажается дно, а затем на берег обрушиваются десятки тысяч тонн воды. И что самое страшное, цунами нельзя предсказать, потому что причина катастрофы – не штормовой ветер, а землетрясение, которое произошло под толщей воды, где-то далеко от берега. Близнецы. Песчаная буря. Близнецы гневливы, но отходчивы, это правда. Правда также и то, что гнев близнецов – штука в целом предсказуемая, как песчаная буря. Видишь пустыню? Но так и не лезь в пески, там все равно нет ничего интересного, а сгинуть в этих барханах – проще простого. Рак. Гроза. Ярость рака – это гроза. Частое привычное нам всем явление. В грозу можно гулять. Грозой можно любоваться и чувствовать себя в полной безопасности. Молнии где-то очень далеко. А гром – это просто шум, абсолютно безопасный. А какой волшебный запах после грозы? Вот и с раками та же история. Они громко шумят, но никому на самом деле не собираются причинять вреда. Лев. Извержение вулкана. Если лев изволит пребывать в ярости, об этом непременно узнают все вокруг. И сбегутся смотреть, прекрасно понимая, что рискуют жизнью. В общем, это как извержение вулкана. Когда вулкан просыпается, в людях помимо их воли возникают суицидальные наклонности. Понятно, что от вулкана нужно бежать, но зрелище завораживает так, что невозможно оторвать взгляд и сдвинуться с места. Дева. Пурга. Дева никогда не впадает в ярость без причины. Только в ответ на определенные раздражители. Список этих самых раздражителей Дева предоставит партнеру заранее. В 2 экземплярах, возможно. Даже с личной подписью. Инструкцию по выживанию, снаряжение и лекарства Дева также выдаст. В общем, это как пурга, обычно в нее попадают люди подготовленные. Альпинисты, путешественники и члены научных экспедиций. Весы. Засуха. Весы никогда не впадают в истерики, не кричат, не топают ногами и не бросаются в близких табуретками. Потому что весы не уверены, а стоит ли оно того. Может понять и простить, или наоборот, облить презрением и выставить из своей жизни. Весам надо подумать, не отвлекайте. Пока весы принимают серьезное решение, жертва гнева потихоньку загибается, лишенная влаги, без которой жизнь невозможна. Скорпион. Землетрясение. Злить Скорпиона – совершенно самоубийственное предприятие. Потому что Скорпион не разменивается на мелочи, а сразу сотрясает и разламывает на кусочки самую суть. Выбить почву из-под ног жертвы – вот прием, который используют скорпионы. От землетрясения нет спасения. Естественно. Потому что спасаться элементарно негде. Самостоятельно летать люди пока не научились. Стрелец. Лавина. Стрельцы очень не любят злиться, потому что знают, кто-то обязательно пострадает. Гнев стрельца – штука убийственная, а сами стрельцы очень жалостливы и человеколюбивы. Такой вот парадокс. Поэтому стрельцы злятся так же, как сходит лавина. Где-нибудь подальше от хрупких человечков, которых можно ненароком зашибить насмерть. Так что если стрелец вдруг стал очень громко разговаривать и отчаянно жестикулировать, нужно вызывать вертолет и эвакуироваться. Мешать он не станет, если жертва успеет. А если не успеет? Ну что уж теперь. Козерог. Наводнение.
Гнев Козерога – штука предсказуемая и относительно безопасная. Как раз в год в некоторых районах непременно случается половодье, так и Козерог выходит из берегов с определенной цикличностью. Обычно никто от этого не страдает. Козерог вовсе не собирается никого убивать, только проучить. И это ему удается. Представляешь себе, сколько грязи нужно выгребать с улиц даже после самого безобидного наводнения. Водолей. Ураган. Ураган – это ветер, который дует со скоростью более 30 метров в секунду. Ветер, ясное дело, не налетает ниоткуда, а постепенно набирает силу. Если панамку уже шибло, надо, наверное, почесать макушку и подумать, где бы спрятаться, а не наслаждаться свежей прохладой, стоя посреди улицы. Но во всяком случае стоит отойти подальше от деревьев, рекламных щитов и плохо припаркованных велосипедов. Вот и Водолей как ураган. Водолей всегда предупреждает. Еще чуть-чуть. И что-то жахнет так, что костей не соберешь. Рыбы. Торнадо. Торнадо – смертоносная воронка, атмосферный вихрь, который вращается со скоростью, не дающей ни малейшего шанса на выживание тому, кого туда затянуло. При этом неподалеку от смерча может стоять прекрасная погода. Тишь, гладь и вообще благодать. Ярость рыб – это оно. Торнадо. Рыбы не устраивают громких разборок, рыбы просто сидят с каменным лицом и сверлят обидчика ненавидящим взглядом. Кажется, чтобы избежать гибели, просто главное – не приближаться. Ага, размечтались. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда. До скорых встреч!